Всем привет! Сегодня приготовим одно из самых вкусных пирожных из прошлого, которые до сих пор продают в магазинах. Но многие не знают, что делается оно очень легко и просто, и получается вкуснее магазинного. Для приготовления нам понадобится печенье к чаю, или же как его у нас называют, печенье топленое молоко. Полностью все печенье нужно переложить в глубокую чашу блендера, а затем очень-очень хорошо перемолоть в мелкую-мелкую крошку, так сказать, в муку. Готовую муку из печенья пересыпаем обратно в глубокую тарелку. Ну и вот как-то так у вас должна будет получиться крошка из печенья. Смотрите, если у вас нету блендера, можно использовать мясорубку с мелкой решеткой. Далее сюда же в тарелку нужно добавить 2-3 столовые ложки какао. Зависеть будет от того, какое у вас какао. Я вначале добавляю 2 столовые ложки. Затем очень хорошо все перемешиваем, чтобы какао равномерно распределилось по всей крошке. А затем добавляю еще 1 столовую ложку. И еще раз хорошо все перемешиваем. После перемешивания у вас должен будет получиться такой красивый шоколадный цвет. Из всей массы, что у вас получилось, в отдельную тарелку нужно будет пересыпать 2 столовые ложки. Будет достаточно. Эту тарелку пока что отставляем в сторонку. Ну а дальше нам понадобится сливочное масло 200 грамм, комнатной температуре. Оно должно быть мягким. Смотрите, в отдельную тарелку нужно будет убрать примерно 15-20 грамм сливочного масла, будет достаточно. Оно нам пригодится в конце. Ну а все остальное масло нужно будет отправить в тарелку наверх на крошку. И затем вот это все масло нужно будет вмешать в эту крошку. Смотрите, ложкой у вас ничего не получится, я попробовал. Поэтому не стесняемся, и масло нам нужно будет вмешать в эту крошку просто руками. Ну а чтобы все происходило быстрее и легче, перетирайте ее вот так вот 2 руками, точно так же, как будто бы вы делаете песочное тесто. После того, как вы хорошо соедините сливочное масло с крошкой, у вас получится такая, как будто бы крупная крошка, но без единого кусочка масла. Затем в эту смесь нам нужно будет добавить сгущенное молоко, примерно полбанки. Вначале добавляйте чуть меньше, и вначале просто ложкой сгущенку начинаем хорошо вмешивать в это тесто. Затем добавляем еще немного сгущенки. Смотрите, в общей сложности у вас должно будет пойти чуть больше, нежели половина банки. Ну и когда вы заметите, что ложкой уже становится слишком сложно вымешивать это все, опять начинаем вымешивать все руками. Смотрите, дальше у вас будет такое ощущение, как будто бы вы делаете обыкновенное тесто на пирожки. После того, как вы все хорошо перемешали и у вас получится вот такой вот один большой шарик, можно сказать, что приготовление пирожного подходит к концу. Ну и вот посмотрите, примерно вот столько сгущенки у меня пошло, чуть больше половины банки. Ну а дальше нам остается всего лишь придать хорошие формы, которые будут похожи на картошку. Смотрите, берем небольшой кусочек теста, хорошо его вначале выкатываем вот таким вот образом, как будто бы шарик, а дальше просто руками выделаем что-то похожее на картошку. После этого все, что у вас получилось, нужно будет хорошо обвалять в той крошке из 2 столовых ложек, которые мы раньше откладывали в сторонку. Ну и точно таким же образом делаем полностью все, что у вас осталось. В общем итоге у меня получилось вот таких вот 16 красивых пирожных. Нам осталось его всего лишь украсить. Берем тот кусочек масла, что мы откладывали в начале, и добавляем к нему примерно 1 чайную ложку сгущенного молока. Просто либо вилкой, либо ложкой все хорошо смешиваем. Поскольку масло будет уже хорошо размякшее, все смешается без проблем. Затем вот это все отправляем в обыкновенный кондитерский мешок и делаем украшения по вашему желанию. Я старался сделать вот такие вот небольшие цветочки, но поскольку пирожные были в крошке, это масло со сгущенкой очень плохо прилипало. Потому цветочки получились некрасивые, можно сделать просто капельки. Затем вот это все отправляем в холодильник на нижнюю полку примерно на 1 час, чтобы пирожное немножко застыло. Ну а через час получаем вот такую вот необычную красоту и вкусноту. Пирожное немножко пристыло, форму держит очень хорошо, ничего нигде не разваливается. Ну а вкус, ребята, просто божественный, словно побывал в прошлом. Ну что ж, на этом на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Обязательно приготовьте для себя такую порцию пирожных, я уверен, что оно вам тоже очень сильно понравится. Моя дочь была просто в шоке, что получилось так много такой вкусняшки. Также посмотрите еще один очень вкусный ролик. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!